Сегодня я расскажу про проект, на который ушел месяц ежедневной работы, сотни сенсорных датчиков, 1000 соединений, куча сложностей и проблем, и в итоге умная столешница, аналогов которой я не встречал. Приятного просмотра. Итак, приступаем к изготовлению стола, состоящего из сот. Вообще, такие столы делали уже десятки или даже сотни мастеров до нас. Ходит легенда, что каждый уважающий себя мастер по эпоксидке должен залить стол из сот. Этим мы и занялись. Но решили пойти немного дальше и сделать такой стол с умной начинкой. Но обо всем по порядку. Столешница будет сделана из дуба. Как вы поняли, кадры, как Андрей подготавливает дубовые доски, тут не случайны. Из них мы и будем делать щит. Сперва прогоняем их через фуган, а затем выводим в одинаковый размер при помощи рейсмуса. Когда все доски выведены в один размер, занимаемся склейкой. Тут все просто. Доски, клей и струбцины. На следующий день клей высох, и я кладу щит на ЧПУ. Фиксирую его при помощи вакуума. Наверное, для многих будет новостью, что вакуумный стол работает через МДФ, и заготовка в итоге держится намертво, что я и демонстрирую в кадре. Лично я был очень удивлен, когда узнал эту особенность. Но затем несколько часов работы ЧПУ. Программа была настроена таким образом, что фреза не дорезает соты до конца, совсем немного, для того, чтобы они остались строго на своих местах. В итоге мы имеем вот такую пасеку, которую я шлифую перед тем, как залить эпоксидкой. Иначе ворс и стружка останутся в заливке навсегда, как ни странно. Следующим этапом я удаляю некоторые соты, не руководствуясь ничем, исключительно своим вкусом или отсутствием такового. Об этом я бы хотел прочитать в комментариях. Когда все нужные, вернее ненужные соты удалены, готовим столешницу к заливке. Как вы видите, после фрезеровки столешницу немного повело, поэтому прижимаем ее по всему периметру струбцинами и силиконим по периметру. Да-да, я знаю, что тут проще было бы отрезать торец ровной линией, и тогда бы силикона ушло меньше и работать было бы проще. Но мы не ищем легких путей, поэтому имеем то, что имеем. Ну и наконец, по запатентованной мной технологии пальцую по кругу. Для первого слоя, как и для последующих, я взял состав под названием Crystal Epoxy от Artline, так как слой заливки небольшой, а состав высыхает, вернее, правильно будет сказать, полимеризуется, то есть превращается в полимер всего за сутки, что очень удобно при тонких послойных работах, как в этом случае. Его я слегка подкрасил в голубой цвет. В итоге этот слой должен заполнить объем на 60-70%.
А пока эти 60-70% превращаются в полимер, мы занимаемся подстольем. Подстолье будет простеньким, также выполненным из дуба. Запиливаем в нужный размер под нужным углом. Делаем выборку, склейку, в общем, все как обычно. Всем этим занимался преимущественно Андрей, так что если есть вопросы, милости просим в его инстаграм. Когда все элементы готовы, собираем короб, в который и спрячутся все коммуникации. Тут все просто, в основе лежит фанера, которая обрамлена дубовыми брусками и зафиксирована при помощи клея и шпилечника. Ножки будут крепиться вот таким простым и надежным способом. Эти закладные крепим на косой шуруп при помощи крэговской приспособы. Тем временем первый слой высох, и я замешиваю все тот же состав. Второй слой должен быть непрозрачным и тонким, для того, чтобы не было видно провода, светодиодную ленту и другие коммуникации, но так, чтобы пробивался свет от ленты. Немного позже вы все поймете. Именно для этого я слегка подкрашиваю смолу и добавляю порошковый колер. По сути, это очень мелкий металлический пигмент, и заливаю слоем в пару миллиметров. В итоге в основном слое свет будет равномерно распространяться и упираться в этот непрозрачный слой. Таким образом мы получим максимально яркий эффект. Если бы мы залили весь слой с металлическим пигментом, то свет практически бы не проходил через него, и задуманного эффекта не получилось бы. Поскольку этот пигмент тяжелее смолы, его приходится периодически поднимать со дна, вот таким образом. Делать это надо непосредственно перед тем, как смола начнет схватываться. Именно тогда получится зафиксировать его в нужном положении, чем я и занят. Когда второй слой высох, я проливаю столешницу финальным третьим слоем, поскольку в итоге столешница будет калиброваться. Часть смолы срежет фреза, и она может обнажить второй слой. В итоге могут появиться пробелы, через которые будут видны элементы подсветки, что нам совсем не подходит. Поэтому финальный слой прозрачный, его мы и будем калибровать. Перед тем, как калибровать столешницу, торцуем ее в размер при помощи пилы с протяжкой. И теперь становится понятна изначальная задумка не дорезать до конца соты. Следующим этапом спиральной фрезой делаем хитрую выборку.
Спустя несколько часов работы ЧПУ столешница выглядит вот так. Остается только убрать ворс и заняться самым интересным. Перед тем, как раскладывать и подключать всю начинку, я покрываю матовым лаком столешницу. Учитывая то, что это внутренняя сторона, можно было бы обойтись без этого. Но таким способом мы слегка увеличим светопропускаемость, и в целом изделие будет выглядеть аккуратней. Ну и конечно же, лицевую сторону я также покрываю любимым матовым лаком. Для того, чтобы добиться задуманного эффекта, нам надо встроить около сотни сенсорных датчиков. Но мы решили пойти еще дальше и усилить их, для того, чтобы эффект получился еще круче. Затем делаем сотню алюминиевых колец, на которые и будет клеиться адресная лента. Они же будут играть роль радиатора для охлаждения. Как вы видите, в ход идут все подручные материалы и старая труба подходящего диаметра. В итоге у нас есть сотня алюминиевых колец, сотня усиленных сенсорных датчиков и неделя времени на пайку и сборку. Все электронные составляющие заказывал у нас, ссылки оставляю в описании к ролику. Отдельное спасибо хочу сказать за оперативную доставку, так что смело могу рекомендовать этот магазин. Вся схема будет работать на Arduino. Я не особо разбираюсь во всей этой электронике, поэтому у нас в команде появился Леша. Всю начинку для этого проекта делал он. Спасибо ему огромное, благодаря ему наши проекты выходят на новый уровень. По всем вопросам разработки различных устройств на основе микроконтроллеров, обращайтесь к нему, ссылку на его группу оставлю в описании. В итоге на проект ушло около месяца ежедневной работы. Конечно же, нам интересно создавать именно такие сложные проекты. По понятным причинам это будет возможно только благодаря вашей поддержке. И если такие ролики будут собирать просмотры, то они будут появляться регулярно. Так что все в ваших руках. Лайк, репост и коммент отлично помогают в продвижении ролика. Спасибо за просмотр и добра от топора.